Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня готовлю очень вкусные хрустящие пирожки с творожной начинкой. Сама не ожидала, что получится настолько вкусно. Эти пирожки без теста и без глютена готовятся из обычной рисовой бумаги. Для начинки понадобится 400 граммов творога. Вбиваю к творогу 2 яйца. У меня творог крупнозернистый, поэтому сначала пробью его блендером вместе с яйцами, чтобы получить более нежную однородную текстуру. Я готовлю эти пирожки с соленой пикантной начинкой, поэтому к творогу добавляю 50 граммов тертого пармезана. В рецепте можно использовать любой другой сыр. Если взять, например, моцареллу, то в горячих пирожках сыр будет аппетитно тянуться. Несколько перьев зеленого лука также мелко нарезаю и отправляю в начинку. И теперь специи. Немного соли, примерно четверть чайной ложки, но здесь ориентируйтесь на свой вкус и соленость вашего сыра. Добавляю немного свежемолотого черного перца и совсем чуть-чуть сушеного чеснока. Все хорошо перемешиваю. Вот такая получилась начинка такой консистенции. И теперь подготавливаю основу для пирожков. Готовить их буду из рисовой бумаги. Чтобы бумага стала мягкой и эластичной, а пирожки после выпечки отлично держали форму и получились румяными с хрустящей корочкой, в глубокой тарелке слегка взбиваю яйцо с молоком. Молока вливаю 60 мл. И теперь каждый лист рисовой бумаги опускаю в яично-молочную смесь. Долго держать не нужно, достаточно, чтобы смесь равномерно покрыла всю поверхность листа. И выкладываю бумагу на доску. Сразу бумага еще кажется плотной, но буквально через несколько секунд становится мягкой и эластичной. У одного края распределяю начинку. Приблизительно 2 столовые ложки. И аккуратно сворачиваю конвертиком пирожок. И таким же способом формирую остальные пирожки. Из этого количества начинки у меня получилось 6 пирожков. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, сверху посыпаю кунжутом, но можно использовать и любые другие семена или даже измельченные орехи. Запекаю пирожки из рисовой бумаги в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут в режиме конвекция. Если конвекции нет, выпекайте в обычном режиме до красивой золотистой корочки. И вот такие шикарные пирожки из рисовой бумаги с творожной начинкой получились всего за 30 минут. Такие румяные, ароматные, очень аппетитные, слегка даже подпушились. Посмотрим разрез. Очень хрустящие снаружи и с сочной нежной начинкой внутри. Есть небольшая характерная упругость рисовой бумаги, но она совсем не портит вкус. Это очень простой и быстрый вариант пирожков без теста, к тому же без глютена. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты.